Друзья, всем привет! Мы очень давно не виделись. У меня, видите, обновление в стиле. Во-первых, это прическа. Я закрасила свои белые пряди, сделала тонирование. Первое время мне было очень сильно неудобно, непривычно, и я подходила к зеркалу и сама себя не узнавала. Но вот как-то уже на второй неделе привыкла, но все равно хочется вернуться как-нибудь снова к вот этим белым прядкам, которые так обрамляют немного лицо и, конечно же, освежают, молодят и все в таком духе. Ну, это, как мне кажется, даже и стильно, и мне очень сильно подходит к моему типу кожи, даже к цвету кожи. Для чего я сегодня вышла к вам в эфир? Потому что у меня есть некий апдейт по моему лечению элайнерами, поэтому скорее всего, из названия видео вы уже поймете, о чем я буду говорить, и, скорее всего, это видео в поиске будет показывать тем, кто вообще этой темой интересуется, темой зубов, и, возможно, посмотрят мои зрители. И вот буквально сейчас после ортодонта, после визита к врачу, сразу же пришла домой и, не откладывая в долгий ящик, потому что я знаю, что я потом забуду, заработаюсь, отвлекусь, и опять у меня не будет никакой истории и информации для тех, возможно, кому сейчас непонятно вообще, что это за такой процесс лечения лайнерами. О чем хотела сегодня рассказать. Во-первых, возьму поближе камеру и улыбнусь. Смотрите. Во-первых, моя улыбка стала шире намного, зубы ровные. И поговорить я как раз хочу с вами вот об этой штучке. Я, получается, начинала лечение у одного доктора. В связи с событиями в Дубае наше лечение прервалось, доктор улетела с семьей из Эмиратов. Соответственно, мне нужно было понимать, что я ищу нового врача. Потому что, да, я могу улететь домой и сделать все там, но это большие риски, потому что на тот момент непонятно вообще было, как будут летать самолеты, что будет происходить. Поэтому я в ускоренном режиме начала думать, а куда бы я хотела пойти, кому я доверяю еще в Дубае, помимо того доктора, у кого я начинала лечение, и что мне со всем этим делать. Ну, на тот момент у меня были в запасе капы, то есть я несколько комплектов еще в запасе имела, поэтому у меня где-то 4-6 недель было на то, чтобы найти варианты и обратиться к другому доктору. Куда я пошла? Я пошла в Polar Bear. Это клиника, которая изначально появилась в Санкт-Петербурге. Возможно, если кто-то меня посмотрит из Санкт-Петербурга, вам знакомо будет это название. И они, по-моему, в 22 или 23 году открылись в Дубае. У них есть уже на данный момент 2 клиники, и я конкретно в клинику обратилась в этот раз в Бизнес-Бэй, в районе Бизнес-Бэй, потому что на GBR это очень далеко, это совсем другая часть города. И я поняла, что ездить просто вот на какие-то коррекции или даже вот установить этот пин, на что потребовалось всего лишь 15 минут, то есть тратить час, а то и полтора просто на дорогу, на такой короткий визит, я была не готова. А что я держу в руках? Это, кстати, прикольные штуки. Так умилительно. Я вот выражаю респект людям, которые придумали вообще вот такую классификацию эластиков. Это эластики, которые помогают врачу, да, скорректировать движение зуба. Еще раз вернусь к моему пину, который установлен. Если вы обратите внимание, то здесь еще есть резинка, и вот эта резинка называется эластик. И у этих эластиков есть определенный размер, да. Вот этот эластик с бурундучком. А теперь хотя бы буду знать. Чапманг по-английски звучит бурундук, и кенгуру — это вот эластик, который поплотнее. Этот получается 3,18 мм, а это 4,76. Наверное, все-таки я вернусь к вот этому эластику с бурундучком, потому что я чувствую, что кенгуру сильно очень тянет. И сама резинка плотная. Прям я пока ехала, я чувствовала, что, конечно, сейчас ротовая полость будет возмущаться тем, что что-то появилось такое новое, дискомфортное и народное, и с этим нужно мириться, а может быть и не нужно мириться, а просто поменять эластик. Еще раз вам покажу. Мне кажется, это так мило. Надо будет поставить этот кадр на обложку, потом сделать фотку. Что в целом по плану лечения? Потому что я записывала первое видео, когда я была, наверное, на неделе 3. Вот в такой белой кофточке я сижу, показываю вам средства гигиены. А сейчас кое-что тоже из нового покажу вам. Мне придется немного прерваться, чтобы сходить в ванную комнату и взять эти средства, чтобы показать, потому что кое-что есть новенькое у меня за это время. Представляете, прошло, я посчитала, 8 месяцев, а мы с доктором считали 10 месяцев. Не знаю, как мы так посчитали. Ну, давайте вот при вас посчитаю. Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, да? Даже 7 месяцев. Ну, то есть в июле я закончу. 8 месяцев, да?
Вот. И я записывала это на самом-самом начале пути. Возвращаясь вот в то время, я могу сказать, что первые 2 недели, первые 2 даже капы, то есть это первые 4 недели, это просто был ужас для меня. Сейчас я это понимаю, тогда мне казалось, ну, как бы, может быть, это и окей. Если бы не мой супруг, я вообще не знаю, что бы я делала, честно. Потому что вот первая особенно капа, это была такая боль. И именно даже, ну, окей, боль это была терпима, но вот этот дискомфорт, это инородность, это непонятность вообще, а пройдет ли это, да, все это нужно было еще привыкнуть к атачментам. Я уже мечтаю, конечно, чтобы мне их скорее сняли. И вот этот период. Не хочется вас пугать. Я знаю, что брейки это куда более сложный аппарат зубной, да, ортодонтический. И я смотрю за одной девушкой, блогером, она носит уже, по-моему, 3-й год, я ее смотрю. Она постоянно с этими брекетами, и постоянно она говорит, что после того, как ей подкручивают вот эти дуги, она есть даже не может. Вот у меня такого не было. Я могла есть, я спокойно без обезболивающих, без всяких, потому что я слышу, что люди еще и обезболивающие пьют. Ну, может быть, там у меня было один раз, я попала просто под какие-то события, наверное, и что-то вот именно с зубами было, с верхними, когда вот движение было, и там, по-моему, немного пломбочка у меня чуть-чуть, может, расстояние поменялось, и вот из-за пищи. Но так, чтобы я горстями пила обезболивающие, это так не должно быть. Сразу скажу, ребят, если у вас такие ощущения, обязательно обратитесь к ортодонту, не терпите это. Это не должно так быть. Возможно, доктор просто чуть-чуть перестарался, больше вам сделал натяжение. Всегда это можно сделать чуть слабее, пускай вы лучше поносите, чуть подольше. Ну вот я такого мнения придерживаюсь, чем испытывать такие болевые ощущения. Все-таки жизнь наша для наслаждения. Вот. Что сейчас, да, я все никак не могу к этому прийти. Сейчас у меня 7-я капа, то есть у меня на середине пути, там было у меня всего, по-моему, 12 кап, то есть 5 я относила, и там в середине пути у меня была некая корректировка, потому что капа, вот эта 5-я, она просто не налезала на зубы. Это бывает, тоже хочу вам об этом рассказать, такое бывает, не пугайтесь, просто, опять же, нужно обратиться в лабораторию к доктору, и это все корректируется. По крайней мере, у той компании, у которой делала я капы, элайнеры, да, кто печатал, у них это вообще предельно просто. Вот в Invisalign так просто не получится, потому что, например, в Эмиратах у меня здесь у них нет лаборатории на месте. Я удивлена, почему так происходит, почему они не могут открыть лабораторию и печатать капы здесь. Потому что, представьте, вот у вас капа потерялась, или она треснула, или она не налезает. Вам нужно ждать, пока в Америке эту капу изготовит лаборатория, и пока она сюда-сюда долетит к вам, вы должны будете что-то предпринимать, носить предыдущий, возможно, набор, или, не знаю, что-то ортодонт там вам предложит, какую-то капу на месте печатать. То есть это вот прям очень-очень удлиняет путь лечения. Поэтому вот с Invisalign будьте аккуратны, следите, не забывайте эти капы, не выбрасывайте их, не ломайте. Очень бережно, очень аккуратно, иначе просто заранее вот вам могу сказать такая история. Моя лаборатория, моя компания, у которой я делала зубы, у них есть местная лаборатория, и это просто вау, ребята молодцы. Я сейчас только понимаю, до этого я, конечно, немного злилась, была недовольна, что вот капа не подошла, там что-то режет, но с другой стороны, это так круто, что у них есть лаборатория, и ты просто можешь в течение 1 дня получить новую капу, если она сломалась, там, ну, окей, не 1 день, но 1,5 дня это терпимо. А что сейчас? Сейчас у меня 7-я капа, последняя. Я ее надела буквально вчера. И сегодня я приехала к доктору. Как я вам уже показала, у меня немножко такая луночка вырезана с одной стороны и с другой на вот этом одном зубе. Почему мы к этой технологии решили обратиться? У меня вообще не было пинов за все мое лечение. Но я знаю ребят, у кого пины есть, кому нужно вот таким образом зуб вниз опустить. У меня вот только движение было влево-вправо, сверху вниз у меня не было движения зубов, но по мере того, как зубы двигались вот здесь, у одного зуба переднего немного при движении вот в этой плоскости поменялось расположение. Вот сейчас мои зубы передние, один выше, другой ниже. Но это вообще незаметно глазу, незаметно обывателю, незаметно вот человеку, который не знает об этом, пока ему не скажешь. Но для меня это критически важно. Я вижу эту проблему намного обширнее, потому что я каждый день вижу себя в зеркале, когда чищу зубы, и меня это бесит. Знаете, вот такое. Прыщ там скочил, бесит, или, не знаю, что-то вот, волосинка какая-то торчит, бесит, и вот примерно, а это зубы, да. Лучше я уже сейчас отмучаюсь, как говорится, а потом забуду про это, и мне будет прекрасно. Значит, вот этот пин, это металлическая такая кнопочка, я так ее называю, которую доктор прикрепил мне прямо на зуб, снаружи и внутри, и натянул вот этот эластик. И этот эластик будет потихоньку отодвигать мой зуб вниз, чтобы они до одинакового уровня у меня сравнялись. Как это произойдет, это случится или нет, мы будем смотреть через 2 недели.
На эти ближайшие 2 недели у меня диета, ничего. Я и так заметила, мне так стыдно сегодня стало. Доктор говорит, ну не ешьте яблоки там, например. А я понимаю, что я яблоко ела, ну, наверное, полгода назад. Вот до того, как установила, нарезала аккуратненько дольками. И вот во время лечения один раз все. Я не ем вообще твердую вот эту пищу. Это плохо очень сильно, поэтому очередной раз обещаю себе все это внедрить в свой рацион. Не обязательно вот так вот яблоко кусать. Зачем, да, если можно реально дольками нарезать, и это будет куда более приятнее. Поэтому вот у меня диета, никаких орехов, а у меня как раз орешки макадамия. Хотите, покажу? Я прям рядом здесь сижу, просто это прям моя, что, как это называется, Римская империя или как это назвать? Просто я обожаю эти орехи. Я так понимаю, что делают это мексиканцы, судя по названию. И делают они это с сыром. Орехи макадамия с сыром. Это вообще как отвал всего. Если вы когда-то увидите такой продукт, я вам искренне рекомендую это попробовать. Так вот, у меня половина пачки осталась, и на 2 недели, к сожалению, она будет вот так вот здесь скучать без меня на столе, потому что орехи съесть я не смогу, если только зубами жевательными, задними. Но опять же, здесь тогда будет очень сильное трение, и просто мне будет натирать. Так что вот. И вот эта штука на 2 недели у меня установлена. Самое главное — сделать так, чтобы она не отвалилась. Буду стараться, не все от меня зависит. Очень стала я шепелявить из-за этой штуковины. Буквально вот один зуб покрыли этой резинкой, и все. Не чувствую какого-то супер дискомфорта, нормально все, думала, будет хуже. Я все равно сейчас специальным джиндживал, как он правильно читается, гель, такой вот гель, который уменьшает трение, он с облепихой уменьшает воспаление. Я специально его заказывала и буквально использовала его 2 или 3 раза. Ну вот к концу лечения он мне пригодился. Дальше какой план у меня по лечению? Когда закончится вот эта 7-я капа, и доктор увидит, что с зубом все в порядке, он действительно опустился, то мне нужно будет установить ретейнеры. Это металлические, я прикреплю сюда снимок, это металлические такие дуги с внутренней стороны зубов, снизу и сверху. Сейчас тоже расскажу, какой у меня есть нюанс вот в этой истории. И изготовят ночную капу. Она практически как элайнер, только плотнее. Мне нужно будет, возможно, до конца жизни каждую ночь ее надевать. Не знаю, как это будет продолжительно, но как будто доктор, если я не ошибаюсь, сказала, что да, возможно, мне постоянно придется эту штуку носить. Но это окей, потому что со временем наши зубы, по-моему, я уже как-то говорила, что наши зубы имеют свойство, как сказать, терять вот эту линию, да, и начинать из-за того, что десна ослабевает просто потому, что уже не так хорошо мышцы держат в челюсти, то это все, значит, становится скученным, таким зубы уже ряд начинает ехать, поэтому это, в принципе, очень даже хорошо, если я начну как можно раньше прибегать к этой ночной капе и к ретейнерам. Поэтому, что по ретейнерам еще? По ретейнерам нижний ряд окей, все там хватает, а вот на верхнем ряду зубки у меня такие немного маленькие, вот особенно после клыков вот эти зубы, перед клыками. Получается, с этой стороны второй, с этой стороны второй. А там мало места для того, чтобы эту дугу закрепить. И доктор очень сильно сомневается, получится ли у меня без дискомфорта носить и наверху, и снизу эти ретейнеры. Посмотрим, как будет. Возможно, сейчас зубы еще на вот этой последней 7-й капе, они подвигаются, как-то станут так развернуться, что будет побольше места, и мы сможем осуществить этот план и поставить оба ретейнера. Посмотрим, не загадываю, конечно, хотелось бы, но и с другой стороны это больше расходов, а без этого ретейнера я не представляю, как у меня зубной ряд будет держаться на одной этой капе, а ведь я буду полдня ходить без нее, а только на ночь надевать, и зубы, они имеют свойство двигаться постоянно, никак они не останавливаются, для них не важно, ночь, день, да, может быть, ночью они более активно как-то там могут сдвинуться. Поэтому вот такая история, но, конечно, перед началом лечения, к сожалению, я этой информации не получила, и мне никто не говорил, что могут возникнуть вот такие небольшие нюансы. Я думала, ну, ретейнер, его на любые зубы можно установить, но нет. Поэтому, если вам это принципиально важно, вы лучше уточните у своего ортодонта, потому что я реально нигде, ни в сети не слышала вот эту историю, что ретейнеры могут не подойти. Может быть, к тому времени, когда-то еще, когда вы посмотрите это видео, появится какая-то технология, ретейнеры станут еще тоньше, и вообще эта проблематика отпадет, потому что стоматология, ортодонтия, они очень сильно быстро и активно развиваются, и все может поменяться, да. Но вот на данный момент информация такова. Я думаю, что я все рассказала. Сейчас я прервусь и схожу за средствами, которые у меня в моем обиходе появились за эти полгода, и поделюсь с вами. Не переключайтесь. Что я хочу показать вам в первую очередь? Это вот такая штука.
3 в одном. Здесь все написано на немецком, потому что эта баночка приехала, скорее всего, из Германии. Это такой состав, который помогает в 3 направлениях. Это антибактериальный эффект, это укрепление десен, и это профилактика кариеса. Этой штукой я стараюсь полоскать в первую очередь на ночь, потому что на ночь очень важно вот эту делать профилактику кариеса, потому что ночью, я уже, по-моему, объясняла это, мы, когда спим, у нас нарушается слюнообмен, он не такой активный, и зубы более подвержены кариозным вот этим процессам. Но и утром сегодня я вот тоже прополоскала, просто утром он очень-очень концентрированный. Я когда первый раз налила такая крышечку, а там крышечка специально мерная есть, я налила в эту крышечку, такая глыть, полоскаю, я чувствую, что у меня во рту такой мощный антибактериальный эффект, что я думала, что у меня не только бактерии эти все там уничтожены будут, но и вместе с ними весь мой рот. Вот такая штука мощная, концентрированная. И на английском я бы еще поняла здесь, знаете, инструкцию, но на немецком я как-то хотела перевести, не перевела, может быть, здесь и действительно ее нужно разбавлять водой. И потом я догадалась, что все-таки я буду, наверное, разбавлять водичкой, и теперь я каждый раз там делаю 1 к 1 такое количество этого раствора и такое же количество воды. И, в принципе, этого уже достаточно. Это вот такое обновление у меня. Далее я приобрела, не знаю, кто подписан на меня, возможно, я оставлю ссылку вот здесь где-то на экране, либо QR-код, и в описании к этому видео тоже оставлю ссылку на этот ресурс. Я делюсь там фото и видео из своих путешествий, просто какими-то жизненными апдейтами, локациями, по которым я хожу, вкусной едой, для чего еще нужен Инстаграм. Так, вот эта паста Rox, на удивление, она доступна на Amazon, даже с русскими комментариями, что для меня было удивительно. Сама коробка была на английском сверху, а внутри все на русском. Конечно, человек, который заказал бы, наверное, из Европы, он бы очень сильно удивился, потому что сзади, например, все тоже на русском. Ну вот, а продается на Амазоне. Про эту пасту я узнала после выставки. К чему я вообще начала про Инстаграм говорить, что там у меня было выложено видео, и, по-моему, и на этой странице тоже, когда я была на выставке FCCG, по-моему, выставка большая стоматологических, различных ортодонтических услуг в Дубае, как раз-таки в World Trade центре. И там был стенд пасты Rox, где мне дали небольшой сэмпл. Такая маленькая была паста, она до сих пор у меня где-то с собой, я ношу ее. Она немного отличается, потому что оригинал пасты, именно большой тюбик, здесь еще добавлены такие небольшие гранулы. Вот эта штука классно очень отбеливает, снижает действительно чувствительность зубов. Здесь содержится ксилит, он помогает тоже против кариозных отложений. И еще и восстановление тоже вот эмали, что для меня очень важно. Да, вот эти минералы, как раз вот эти вот маленькие точечки, здесь это и есть минералы. Классная очень паста, она со вкусом имбиря, обалденный такой травянистый у нее привкус. Мне очень нравится, я бы повторила обязательно эту пасту. И я пользуюсь ею с утра. А ночная паста у меня BioRepair, ночная именно. Я, наверное, ее не показывала и не взяла, я уже не пойду за ней. Ну, то есть вот этой марки BioRepair у меня паста ночная, она так и называется, ночная паста. Еще отмечу для вас, что утренняя паста и ночная, то есть вечерняя перед сном, да, то, чем вы чистите зубы, они должны отличаться. Как я уже говорила, ночная микрофлора, она другая у нас во рту. Что еще? Помните, я говорила в том видео, в котором первым записывала, что я очень хочу металлический скребок для очистки языка. Вот он. Это сталь медицинская, и, в общем-то, прекрасно она у меня прижилась. Я пользуюсь утром и вечером, и она замечательно очищает и радует меня уже вот на протяжении всех этих месяцев, потому что сразу после того видео мне пришла доставка. Он стоит вообще, я почему-то думала, что он стоит очень дорого, но стоил он 10 дирхам, это на рубле 200, наверное, рублей. Прекрасная вещь. И с ним в наборе шел еще маленький такой скребочек для более каких-то таких маленьких мест. Но я тоже иногда им пользуюсь, то есть как-то то так получается. Но чаще всего этим, потому что он хорошо забирает прям по языку. Очень хороший у него охват площади языка. И еще вот такая штука у меня появилась. Сейчас скажу еще и предостерегу вас от каких-либо неприятных моментов, связанных с этой штукой. Не берется фокус, все-таки маленькая вещица. Что это такое? Это межзубной ёршик, который прочищает
остатки еды, очень круто, забирает все, что не может забрать зубная нить, ею я тоже обязательно пользуюсь, потому что не хватает иногда просто зубной нити. Вот в тандеме они очень классно работают. В первом видео я показывала вам ёршики такие силиконовые, резиновые, которые мне не подошли, и потом я перешла на такую штуку. О чем я хотела вас предостеречь? Вот эта вещь, когда лежит просто так и мокнет в воде, она у меня до этого был другой формат под пластиковым таким чехлом, там развиваются бактерии. Если, например, щетку и сами лайнеры я каждый день закидываю в антибактериальную таблетку, да, то с этой штукой я что-то подзабыла. И в один прекрасный день я, значит, начинаю чистить этим ёршиком свои межзубные пространства, и на какую-то секунду я понимаю, что от нее идет непонятный запах. Я точно знаю, что зубы у меня вообще перестали источать какой-либо запах, у меня вообще все стало прекрасно с полостью рта, и у меня там кристальная чистота. Думаю, откуда может быть запах идти? Потому что, ну, никакие кусочки пищи там вообще и близко не могли задержаться, потому что у меня, ну, после каждой еды, после каждого приема пищи я и щеткой, я и нитью прохожусь. То есть у меня там просто комбо. И тут я понимаю, что вот я как бы ею просто не пользовалась, какое-то другое устройство я использовала, возможно, был другой ёршик, а тот ёршик подзабыл, и все, и он лежал, и, видимо, там распространились бактерии, а я-то это уже нанесла между зубов, я вроде как прополоскала, но это уже не спасло, уже, видимо, со слюной попала какая-то бактерия, и к вечеру у меня случилось жутчайшее отравление. Я думала, что вот вообще просто я не смогу встать, при том, что с мужем все в порядке, мы ели одну и ту же еду, а мне плохо. Я думаю, ну неужели из-за еды? Не может такого быть. И потом я буквально в тот же вечер увидела в ленте в Threads, что доктор-гигиенист писала о том, что вот эти ёршики обязательно нужно дезинфицировать ежедневно. Если вы не будете это делать, то, соответственно, будет вот такая история случаться. Поэтому у меня вот случился такой казус. Я вас предостерегаю, будьте, пожалуйста, внимательны, аккуратны. Ощущение было крайне неприятное. Это отличалось от вообще любого отравления. Оно было такое муторное, мне просто, эта бактерия, она меня свалила, я вообще не могла стоять. И спасибо, как бы я быстро сообразила, начала пить полисорб, все это выводить, все эти токсины из своего организма, чаи и все такое прочее. И вот как-то я себя смогла вытащить, на следующий день там было полегче. Но тем не менее мне пришлось восстанавливаться и есть всякие кашки. Хорошего мало, просто из-за вот невнимательности и из-за того, что я упустила этот момент. Я думаю, что пора заканчивать. Вот такие апдейты, вот такие новости. Я счастлива, я чувствую себя увереннее намного. Я рада, что я все это прошла. Я молодец, потому что у меня были попытки все это бросить, особенно на первых 2 неделях, как я уже вам рассказала, было непросто, но оно того стоит. Поэтому кто сейчас в процессе лечения, держитесь, я с вами, у вас все получится, и у вас будет супер голливудская улыбка. Вы справитесь обязательно. Тем, кто еще сомневается, я искренне советую заняться вашей улыбкой. Это самое лучшее вложение, поверьте. Потом вы себе будете очень сильно благодарны. Кажется, там, да, 8 месяцев, так долго, вообще время пролетело. Я только успевала, раз 2 недели прошло, раз 2 недели прошло. И вот так вот на этом примере понимаешь, как быстро все-таки пролетает время. Всем добра, спасибо вам за внимание. Задавайте вопросы, пишите. Может быть, сфоткаю все эти продукты, как у меня был в прошлом видео скрин. Я сфоткала где-то вот на поверхности все, что я сегодня вам показала. Еще начну вот эту пасту прикреплю к видео, и вы посмотрите поближе. Можно будет для себя сделать скриншот. Классного дня и классных голливудских улыбок вам. Пока-пока, до новых встреч.